Всем привет! В этом видео я буду вязать теплую шапку с ушками зайки. Она идет с удлиненным затылком и с анатомическими ушками. Шапочка абсолютно бесшовная. Эти ушки мы будем вязать укороченными рядами, а для этих ушек мы будем набирать петли сразу по шапочке. Вязать я буду пряжей пух норки в 4 сложения, 3 основные нити и 1 дополнительная, и круговыми спицами 3,5 мм на леске 80 см. Вязать я буду на возраст 3,5 года, обхват головы 50 см, глубина шапочки 19 см. И на мой размер при моей плотности вязания у меня ушло 80 грамм пряжи. Мастер-класс расчетный. Расчеты мы сделаем как на шапочку, для того, чтобы вы ее могли связать на любой размер, любой пряжей, так и на ушки, для того, чтобы вы могли связать ушки любой длины и ширины. Вязать шапочку я буду для своей дочки. Ей на данный момент 3,5 года и обхват ее головы 50 см. Плотность моего вязания 2,22 петель на 3,3 ряда. Обязательно свяжите образец, постирайте его и измерьте плотность своего вязания для того, чтобы шапочка идеально сидела на голове. Итак, плотность нам известна, приступим к расчетам. Для начала узнаем, сколько петель нам нужно будет набрать. Для этого обхват головы у меня 50 см. Умножаем на плотность своего вязания в петлях. Получается 111 петель. Теперь для более плотного прилегания шапочки к голове нам нужно будет отнять от 5 до 20%, в зависимости от того, насколько хорошо тянется образец. Мой образец достаточно хорошо тянется, поэтому я отнимаю 15%. У меня получается 93,5 петель. Теперь нам нужно округлить это значение таким образом, чтобы это число делилось на 4 без остатка. Мое самое ближайшее число, кратное 4, это 96. Набирать петли мы будем с открытым наборным краем, поэтому петля для объединения в круг нам не понадобится. Итого нам нужно будет набрать ровно 96 петелек. Дальше мы будем с вами вязать кулиску. С высотой кулиски определяйтесь сами. Я буду вязать 2 см. И для того, чтобы моя кулиска получилась 2 см, нам нужно умножить ее на 2. То есть мне нужно будет провязать полотно в 4 см, потом мы его складываем пополам, и у меня получается кулиска 2 см. Кулиску провязали. Следующий шаг – это мы будем вязать с вами ряд, в котором развесим маркеры и разделим наше вязание на части. У меня всего 96 петелек. Будем с вами делить вязание на ушки, лобную часть и затылок. Для этого общее количество петелек делим на 5 частей. У меня получается 19, 19, 19, 19 и 20. По одной части у нас приходится на ушки. 19 петелек и 19 петелек. На затылок мы берем четное количество петелек, так как у нас здесь будет начало ряда, и мы делим количество петелек пополам, 10 и 10. И 2 части у нас приходится на лоб, 19 плюс 19, 38 петелек. После того, как мы разделили с вами вязание, мы будем вязать уши. Ушки мы будем вязать с вами укороченными рядами. Вот у меня эта часть ушка, и здесь 19 петелек. Для вязания укороченных рядов нам нужно будет выделить центральную часть. Если у вас здесь четное число, тогда вы отводите на центральную часть 2 петли. У меня здесь нечетное число, поэтому я отвожу 3 петельки. 19 петель минус 3 петли получается 16 петель. Делю пополам, так как у меня идет центральная часть и 2 боковые, получается 8. То есть на боковой части у меня уйдет по 8 петелек. При вязании укороченных рядов таким способом у нас получится вот такое удлиненное ушко. На этом расчеты для ушка закончены. После того, как мы с вами провязали ушко, лобную часть ушка, мы будем провязывать с вами затылок. Его мы будем вязать также укороченными рядами. Рисуем также схему, и здесь у нас приходится 20 петелек, 10 и 10, 20 петель. Здесь нам уже нужно, чтобы затылочная часть была более плавной, поэтому сделаем более подробные расчеты.
20 петелек мы разделим с вами на 3 части. У меня получается 7, 7 и 6. На центральную часть у нас приходится четное количество петель. Не забывайте, что у нас здесь еще идет начало ряда. Итого у меня будет 3 и 3. Итого 6 петелек. И на боковые части у меня приходится по 7 петелек. 7 здесь и 7 здесь. Я хочу, чтобы затылочная часть была длиннее передней части на 1,5-2 см. Поэтому я умножаю 2 см на плотность вязания в рядах. У меня это 3,3 ряда. Получается 6,6 рядов. Нам нужно, чтобы это число было четным. Я округляю в меньшую сторону, у меня получается 6 рядов. Укороченные ряды вяжутся поворотными рядами, поэтому нам нужно будет 6 рядов разделить пополам. Получается 3 ряда. Теперь для того, чтобы узнать, какие петли будут поворотными, мы 7 петелек, это наши боковые петли, делим на получившиеся ряды. 3 ряда. У меня получается 2,33. То есть у меня вторая, третья петли будут поворотными. Распишем это. Первый ряд, второй ряд, третий ряд. Получается, что у меня будет вторая петля поворотная, третья петля поворотная и вторая петля поворотная. И если мы эти петли сложим, то у нас получится ровно 7 петелек. То есть за 3 ряда лицевой плюс изнаночный мы с вами провяжем 7 боковых петелек. Провязали затылочную часть, дальше мы будем вязать с вами лицевой гладью до тех пор, пока у нас не начнутся убавки. И для того, чтобы узнать, сколько рядов нам нужно провязать лицевой гладью, узнаем, сколько рядов у нас приходится на убавки. Для этого мы снова рисуем круг. Пишем, сколько у нас всего петель, у меня это 96 петель. И нам нужно будет разделить наше вязание на 4 равные части. Убавки мы с вами будем делать в каждом нечетном ряду вдоль регланных линий. На регланные линии мы отводим по одной петельке. Итого у нас получается 4 регланные петли. От 96 петель я отнимаю 4 регланные петли, у меня получается 92 петли. И эти 92 петли я делю на 4 части. Получается по 23 петли у меня приходится на каждую часть. 23, 23, 23. Не забываем снова, что у нас здесь идет начало ряда. 23 нечетное число, поэтому я делю как 11 и 12. Когда мы с вами закончим вязать, закончим делать убавки, у нас останется одна петелька от убавок, одна регланная петля и еще одна петелька от убавок. Итого у нас останется 3 петли, но у нас таких будет 4, поэтому 3 петельки мы умножаем на 4 части, получается 12 петель. В конце у нас останется 12 петель. И для того, чтобы достигнуть этого числа, нам нужно будет убавить 96 петелек, общее количество, минус 12 петелек, 84 петли. Всего нам нужно будет убавить 84 петли. И за один нечетный ряд мы убавим 8 петелек. Для того, чтобы узнать, сколько рядов нам понадобится, мы 84 петли делим на 8 петелек. У меня получается 10,5 рядов. Это у нас получается нечетных. Первый, третий. Но так как мы будем с вами вязать один ряд с убавками, второй ряд без убавок, нам нужно это значение умножить на 2. Получается 21 ряд. И нам нужно округлить это значение до четного числа в большую сторону. Итого мне нужно будет провязать 22 ряда, чтобы я смогла убавить свои 84 петли. Теперь нам нужно узнать глубину шапочки. Для этого мы обхват головы делим на 3 и прибавляем 2 сантиметра. У меня получается 50 сантиметров. Я делю на 3 плюс 2 сантиметра. Итого получается 16,6 плюс 2 сантиметра, 18,6 сантиметров, либо примерно округляю 19 сантиметров. От 19 сантиметров глубина шапочки нам нужно будет отнять высоту кулиски. У меня это 2 сантиметра. Получается 17 сантиметров. Если вы будете делать шапочку с подкладом, вам нужно будет прибавить еще 1 сантиметр. У меня шапочка без подклада, поэтому я ничего не прибавляю. Переводим эти сантиметры в ряды. Умножаем на плотность вязания в рядах.
у меня получается 56,1, либо округляю 56 рядов. 56 рядов мне нужно будет всего провязать от кулиски до макушки. И для того, чтобы узнать, сколько рядов нам нужно провязать с лицевой гладью, мы от 56 рядов отнимаем ряды, которые нам нужны будут на убавке. 22 ряда. Итого получается 34 ряда я провяжу без изменений лицевой гладью. На этом наши расчеты полностью закончены. Если вы где-то что-то не поняли, не переживайте. Главное, сделайте все по примеру, подставляя свои данные. А когда мы с вами перейдем к практике, все станет более ясно. Набирать петли мы будем с открытым наборным краем, поэтому нам понадобится дополнительная ниточка. Ее лучше взять той же толщины, что и наша основная нить, и крючок. Его нужно взять большего размера, на полразмера, либо на размер. Набрать нам нужно будет на 10 петелек больше, чем у нас получилось в расчетах. Делаем узелок и набираем цепочку из воздушных петель. У меня по расчетам 96 петель, поэтому мне нужно будет набрать 106 петелек. Набрали необходимое количество петелек, ниточку отрезаем, она нам больше не нужна. Теперь поворачиваем свою цепочку таким образом, чтобы косичка смотрела назад, а на нас смотрели бугорки. Именно за эти бугорки мы будем поднимать петли. Первые петли можно поднимать крючком, можно сразу спицами. Мне удобнее делать это крючком. Мы набрали 10 петель с вами лишние для того, чтобы начинать поднимать не с первой петельки, а пропустив несколько петель. Я подхватываю бугорок. Беру рабочую нить и вывожу ее. Мы подняли с вами первую петельку. Следующий бугорок. Подняли вторую петельку. Бугорочки не пропускаем. Нужно поднимать петельки, подхватывая каждый бугорок. Теперь я переснимаю петли с крючка на спицы. И дальше продолжаю поднимать уже спицами. Мне так удобнее. Теперь нам нужно будет поднять именно то количество петель, которое у нас получилось при расчетах. То есть мне нужно будет набрать всего 96 петель. Подняли необходимое количество петелек. Вот такие хвостики у нас остались в начале и в конце. Вот так выглядит лицевая сторона, здесь косичка. И вот так выглядит изнаночная сторона, здесь бугорочки. Теперь, если у вас спицы на короткой леске, тогда вы вешаете маркер. Если у вас так же, как у меня, спицы на длинной леске, тогда нам нужно разделить вязание на две части. Делим на глаз. Вытягиваем леску. Смотрим, чтобы все петельки лежали ровно, не были перекрученными. Рабочая нить у меня снизу, я вытягиваю нижнюю спицу. И мы начинаем с вами вязать ряды лицевыми петлями. Мы сразу начинаем вязать с лицевой петли. Первая лицевая петля, вторая лицевая петля. И так мы с вами вяжем абсолютно все ряды на необходимую высоту лицевыми петлями. Я буду провязывать 4 сантиметра в длину. Провязали необходимую высоту, теперь нам нужно будет соединить два края. Для этого нам нужно будет поднять вот такие вот бугорочки, петли розового цвета. Их можно сразу поднять все на дополнительные круговые спицы, либо делать это частями. Мне удобнее делать частями. Вот здесь вот у меня начало ряда, вот ниточка, рядом с этой ниточкой первый бугорок. Подхватываем его, мы подняли одну петельку, второй бугорок, на спице 2 петли, 3 петли, 4, 5. Теперь складываем деталь пополам, к изнаночной стороной, к изнаночной стороне. Вот так. Рабочая нить у меня вот здесь, на этой спице. Теперь мы будем объединять вязание.
Для этого подхватываем сначала петельку с той спицы, которая ближе к нам, потом подхватываем петельку с той спицы, которая дальше. И провязываем 1, 2. Снимаем эти петельки. Вторая пара петель. 1, 2. Провязываем их. Снимаем. Третья пара. Четвертая. Пятая. Вот что у нас получается. Дальше снова я поднимаю петельки и провязываю их вместе. И так мы с вами провяжем полностью до конца. Провяжем и встретимся. Кулиска готова, и вот так она выглядит. Лицевая сторона, изнаночная сторона. Дополнительную ниточку мы пока не убирали. И теперь смотрим, что же у нас идет дальше. А дальше нам нужно будет провязать один лицевой ряд и развесить маркеры. Для того, чтобы вам было удобнее ориентироваться, где у меня начало ряда, я вот здесь вот повешу маркерок. Таким образом, чтобы вы видели, что я дохожу до начала ряда. Вот так. Дальше мне нужно будет провязать 10 петелек. Вяжем мы все лицевыми петлями. Вяжу 10 петель. 1, 2, 9, 10. Вешаю маркер. Дальше у меня идут петли ушка, 19 петелек. 1, 2, 3, 4, 17, 18, 19. Снова вешаю маркер. Мы выделили петли одного ушка. Дальше у меня идет лобная часть, и здесь должно быть 38 петелек. 37, 38, маркер. Опять идут петли ушка, 19 петель провязываю. 1, 2, 3, 17, 18, 19. Второй маркер. Мы снова с вами выделили петли ушка, и до начала ряда у меня осталось 10 петелек. Я дошла до начала ряда. Теперь мы можем убрать вот эту вот ниточку, чтобы она нам не мешала. Для этого находим начало цепочки. Здесь. И распускаем ее. Можно ее просто обрезать, а можно ее тянуть. Она может в некоторых местах запутаться. Берем крючок, что-нибудь потоньше, и просто убираем те ниточки, которые запутались. Дальше вытягиваем. И распускаем так до конца. Я распустила косичку до конца, и теперь эту ниточку я просто вытягиваю. Вот так. Снова обращаемся к нашим расчетам и видим, что дальше у нас по плану идет вывязывание ушек. И для того, чтобы нам дойти до ушка, мне нужно будет сначала провязать 10 петель затылка. Начало ряда провязываю 10 петелек. Маркер переснимаю. Теперь мы будем работать только с вот этими петлями, петлями ушка. Для начала мне нужно будет дойти до центральной части. Провязываю 8 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И снова для наглядности я повешу ниточку.
Не буду вешать маркер, чтобы вы сразу понимали, что я вяжу центральную часть. Дальше у меня идет 3 петельки центральной части. 1, 2, 3. Снова отмечаю, вешаю ниточку. Теперь мы с вами вяжем поворотные ряды. Провязываем одну петельку, работу разворачиваем. Теперь ту петельку, которую мы с вами провязали, мы ее переснимаем на правую спицу, ниточку заводим назад, хорошо подтягиваем, и у нас образовалась вот такая сдвоенная петелька. Дальше мы вяжем петли центральной части. 1, 2, 3. Провязываем одну петельку после центральной части. Работу мы поворачиваем. Теперь переснимаем эту петельку, ниточку переводим вперед. Хорошо подтягиваем, и у нас образовалась сдвоенная петля. Центральная часть. Вот эти вот 3 петельки центральной части всегда у нас будут неизменными. Их мы просто с вами провязываем. 1, 2, 3. Маркер. У нас сдвоенная петля. Мы ее провязываем снизу. Провязали сдвоенную петлю и после нее провязываем еще одну петельку лицевой. Провязали, работу поворачиваем. Снимаем эту петельку, ниточку переводим назад. Подтягиваем, сдвоенная петля. Провязываем петлю изнаночной. Маркер. 3 петли. 1, 2, 3. Маркер. Сдвоенная петелька. Ее мы провязываем снизу. Вот таким вот образом подхватываем и провязываем. Мы провязали сдвоенную петлю и после нее мы провязываем еще одну петельку. Работу разворачиваем. Переснимаем петельку на правую спицу, ниточку переводим вперед. Петлю задвоили. Провязываем одну лицевую, 3 центральные петли. Одна лицевая петля. Здесь у нас сдвоенная петелька. Провязываем ее снизу. После сдвоенной петли провязываем еще одну петельку лицевой. И так мы с вами будем провязывать до тех пор, пока не дойдем до вот этих вот маркерочков. То есть мы будем с вами провязывать одну сдвоенную петлю, после нее будем провязывать еще одну петельку. И потом ту петлю, которую мы провязали, мы с вами будем переснимать. Пересняли петлю, подтягиваем ниточку назад, чтобы у нас петля задвоилась. И теперь здесь уже мы провязываем 2 изнаночные петли. Неизменные 3 центральные петли. Одна петелька изнаночная. Сдвоенная петля, которую мы провязываем вот таким вот образом снизу. После сдвоенной петельки провязываем еще одну петлю. Работу разворачиваем, петельку переснимаем, переводим нить вперед. И продолжаем так дальше вязать самостоятельно по такому же принципу. Я вяжу последний ряд ушка. Посмотрите, вот у меня маркер, вот у меня сдвоенная петелька, вот она. Дальше идут петли-петли, центральные петли. Вот у меня идет сдвоенная петелька, вот она. Я ее провязываю снизу. Дальше последняя изнаночная петля.
Ее я провязываю, разворачиваю вязание. Вот здесь у меня уже идет маркер. Я переснимаю эту петельку, перевожу нить вперед, задваиваю ее. И дальше я провязываю все петли лицевыми. То есть мне нужно будет теперь провязать центральную часть петелек. Вот эти вот маркеры можно уже убрать. Провязываю сдвоенную петельку. Дальше я провязываю петли передней части и дохожу до ушка. И когда мы с вами дойдем до второго ушка, мы встретимся. Довязали до второго ушка, и здесь мы делаем те же самые действия. Переснимаем маркер, провязываем 8 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вешаем маркер, отмечающий центральную часть. 3 петельки лицевые, центральная часть. 1, 2, 3. Снова маркер. 1 петелька лицевая после маркера. Работу разворачиваем и начинаем вязать укороченные ряды. Переснимаем петлю, переводим ниточку назад. Когда мы вяжем изнаночный ряд, мы ниточку переводим назад. Маркер, 3 петельки. 1, 2, 3. Маркер, 1 петля изнаночная. Провязали, работу разворачиваем. Вяжем лицевой ряд, переснимаем петельку. В лицевом ряду мы ниточку переводим вперед. Подтягиваем, ниточку задвоили. Маркер, 3 петли. 1, 2, 3. Провязываем сдвоенную петлю снизу. 1 лицевая петля. Разворачиваем работу. Переснимаем петлю, ниточку назад. Провязываем все петли изнаночными до следующей сдвоенной петли. Сдвоенная петля, ее мы провязываем снизу. И еще 1 изнаночная петля. Переснимаем ниточку вперед. И снова так продолжаем делать. Провязываем сдвоенную петлю. После сдвоенной петли провязываем еще 1 петельку. Затем работу разворачиваем. Центральные петли у нас остаются неизменными. Итак, пока мы не провяжем полностью все боковые части. Все то же самое, как было у нас с предыдущим ушком. Я довязываю лицевой ряд. Вот здесь вот у меня была сдвоенная петля, ее я провязала. Последняя лицевая петелька. И дальше у меня идет маркер. Работу я разворачиваю. Переснимаю петлю. Нить перевожу назад. И дальше вяжу все петельки изнаночными до следующей сдвоенной петли. Сдвоенная петелька. Провязываю ее снизу. Дальше у меня остается 1 петля. Провязываю ее изнаночной. Маркер. Работу разворачиваю. Переснимаю петельку, ниточку перевожу вперед. И дальше провязываю все петли лицевыми. Довязываю эти петли, провязываю сдвоенную петлю и дохожу до начала ряда. Маркеры пока оставляем. 2 ушка полностью готовы. Вот так вот они выглядят. Это ушко мы вязали с вами первым. Здесь у нас осталась сдвоенная петля с правой стороны. Вот второе ушко. Здесь также осталась сдвоенная петля с правой стороны. Эти 2 сдвоенные петельки мы с вами провяжем тогда, когда будем вязать полностью лицевой ряд.
Теперь мы с вами будем вязать затылок. Затылок у нас также вяжется укороченными рядами. Здесь, я думаю, возникли вопросы, поэтому полностью затылочную часть мы с вами провяжем вместе. Для того, чтобы мне было удобнее, я сейчас вытяну леску где-нибудь вот здесь вот посередине ушей. Вот так вот я вытянула леску с двух сторон. И теперь начнем с вами вязать. Для начала смотрим. Здесь у меня идет 6 центральных петель. 3 петли до маркера начала ряда и 3 петли после. Поэтому мне нужно будет провязать, вот у меня начало ряда, мне нужно будет провязать 3 петельки центральные. 1, 2, 3. Вешаю неизменный маркер, отмечающий центральную часть. Дальше по расчетам мне нужно провязать 2 петли. Провязываю 2 петельки. 1, 2. Работу я разворачиваю. Переснимаю петельку. Нить назад завожу. Задваиваю петлю. Провязываю одну изнаночную. Дальше у меня идет центральная часть. 1, 2, 3. Здесь у меня начало ряда. И мне нужно провязать еще 3 петельки, потому что у меня центральная часть состоит из 6 петель. Одну я провязала, вторая, третья. И также вешаю маркер. Здесь мне снова нужно провязать 2 петли. 1, 2. Так же, как и в лицевом ряду. Работу разворачиваем. Петельку переснимаем. Ниточку переводим вперед. Дальше продолжаем вязать все петли лицевыми до сдвоенной петли. Сдвоенная петелька, ее провязываем снизу. Смотрим снова в расчеты. Мы, получается, с вами провязали один ряд, один лицевой плюс один изнаночный. Дальше мне нужно будет провязать после сдвоенной петли 3 лицевые петельки. Провязываю 3 петли. 1, 2, 3. Работу разворачиваю. Петельку переснимаю, нить завожу назад. Задваиваю петлю и продолжаю вязать все петли изнаночными до двойной петельки. Здесь у меня идет 6 центральных петель. Довязали до сдвоенной петельки, ее провязываем снизу. Провязываем 3 изнаночные петельки, так же как и в лицевом ряду, так же как у нас идет по расчетам. Работу разворачиваем. Переснимаем петлю на правую спицу, нить переводим вперед. Провязываем все петельки. Дошли до сдвоенной петли, ее провязываем. Смотрим наши расчеты. У меня осталось 2 петельки. Второй ряд мы также с вами провязали, 1 лицевой, 1 изнаночный, провязывая по 3 петли. Теперь мы провязываем третий ряд. У нас должно быть 2 петельки. Смотрим. 1, 2. Дальше у нас идет маркер. Работу разворачиваем.
Переснимаем нить назад. Провязываем все петли изнаночными. Сдвоенную петельку провязываем. Проверяем здесь 2 изнаночные, 1, 2. У нас маркер. Значит, мы с вами сделали расчеты и провязали все верно. Переснимаем петлю, ниточку вперед. И теперь нам нужно будет провязать до начала ряда. Я, получается, провязываю до маркера, отмечающие центральные петли. Можно его убрать. И провязываю 3 петли. 1, 2, 3. Все, мы с вами удлинили еще и затылочную часть. Сейчас я снова разделю вязание пополам, вот таким вот образом. И мы с вами вернемся, провяжем вот эти вот сдвоенные петельки. Я разделила вязание пополам. Еще раз можно посмотреть на ушки. Вот такие вот у нас ушки получились. После того, как мы постираем нашу шапочку, они у нас выпрямятся. И теперь мы будем провязывать наши сдвоенные петельки. У нас их должно быть 3 штуки. Здесь от затылка, здесь от ушка и здесь также от ушка. Для того, чтобы знать, как провязывать эти сдвоенные петельки, давайте их рассмотрим поближе. Вот у нас первая сдвоенная петля. Обратите внимание, как она выглядит. У нас вот здесь вот бугорочек, петелька, а вот здесь вот как бы накид. То есть у нас идет сначала петля с бугорочком, а потом накид. Такую петельку мы провязываем снизу. Вот вторая сдвоенная петелька. Здесь у нас наоборот, посмотрите, сначала идет как бы накид, а потом у нас идет петелька с бугорочком. Такую петельку мы будем провязывать сверху. Так, провязываем лицевые петли. Убираем маркер. Вот она, первая сдвоенная петелька. Ее мы провязываем снизу. Маркер убираем. Вторая сдвоенная петелька. Ее мы провязываем сверху. Вяжем дальше лицевыми петельками до следующей сдвоенной петли. Я дошла до второго ушка, маркер убираю. Вот наша сдвоенная петелька. Посмотрите, сначала у нас идет накид, а потом у нас идет петелька. Такую петлю мы провязываем сверху. Будьте аккуратны, нам нужно подхватить не только вот этот накид, но и петельку. Провязываем лицевой. И дальше вяжем все петли лицевыми до начала ряда. Я довязала ушко, маркер убираю. И здесь у меня еще одна сдвоенная петелька. Здесь идет сначала накид, а потом петля. Ее мы провязываем сверху. Все, больше сдвоенных петелек нету. Провязываем ряд до конца. Довязали ряд до конца. Посмотрите, как аккуратно все получилось. Ушко, затылок, второе ушко. Нигде нет дырочек. И мы с вами, получается, провязали первый ряд лицевой гладью, который нам нужно вязать без изменений. Всего мне нужно будет провязать 34 ряда. Один я провязала, осталось провязать 33 ряда. Теперь мы по кругу, без изменений, без убавок, без прибавок, просто вяжем лицевой гладью 34 ряда. Провязали шапочку на необходимую высоту и дальше будем делать убавки. Для этого нам нужно будет повесить маркеры в тех местах, которые у нас получились при расчетах. До первой регланной петли мне нужно будет от начала ряда отсчитать 12 петелек. Вот у меня начало ряда, я отсчитываю 12 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Вот эта петелька у меня идет регланной. Ее можно выделить, повесив маркер с двух сторон, либо можно повесить маркер прямо на эту петельку. Дальше мне нужно отсчитать 23 петли.
Отсчитываю 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Следующая моя регланная петелька, на которой я вешаю маркер. Снова отсчитываю 23 петли. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23. Двадцать три петли. И до начала ряда у меня должно остаться 11 петелек. Отсчитываю 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Все верно. Мы начинаем вязать первый ряд, в котором будем делать убавки. Все убавки мы будем делать в нечетных рядах. Для этого нам нужно будет провязать петельки лицевыми, не доходя до регланной петельки 2 петель. Вот у меня 2 петли до регланной петли. Теперь нам нужно будет сделать убавку с наклоном влево. Для этого мы снимаем первую петельку, вторую провязываем лицевой. Теперь ту петельку, которую мы сняли, накидываем на провязанную петлю. Мы с вами сделали убавку с наклоном влево. Провязываем регланную петлю лицевой, она у нас всегда будет лицевой. Теперь делаем убавку с наклоном вправо. Для этого нам нужно будет эти 2 петельки провязать вместе лицевой снизу. Мы с вами сделали первые 2 убавки вдоль регланной линии. Дальше мы вяжем с вами все петельки лицевыми, также не доходя до регланной петельки на 2 петли. И снова делаем убавки. Повторим еще раз. Сначала мы делаем убавку с наклоном влево. Для этого мы снимаем петельку, вторую провязываем лицевой. И теперь не провязанную петельку накидываем на провязанную. Дальше у нас идет регланная петля, которую мы провязываем лицевой, и убавка с наклоном вправо. Для этого мы делаем убавку, провязывая 2 петельки лицевой снизу. Мы сделали с вами еще одну пару убавок. Вот у нас видно убавка с наклоном влево, и здесь убавка с наклоном вправо. И дальше нам нужно будет сделать также убавки здесь и здесь. Дойдем до начала ряда. Следующий ряд второй будем вязать без изменений, провязывая полностью все петельки лицевыми. В третьем ряду мы снова будем делать убавки вдоль регланных линий. Четвертый будем вязать без изменений. Итак, провяжем до тех пор, пока у нас не останется 12 петелек. Провязали все убавки. Мой последний ряд — это ряд с убавками. После него ряд без изменений я не вяжу. Отрезаем ниточку, вставляем ее в иголку. И теперь оставшиеся петли мы переснимаем на эту иголочку и закрываем петли. Хорошо затягиваем. Я еще раз провожу иголкой сквозь вот эти же петельки. Теперь перевожу иголочку на изнаночную сторону. Дальше здесь ниточку зафиксирую и спрячу. Вот так выглядит наша макушка. И вот так сейчас выглядит наша шапочка. Теперь свяжем ушки. На ушки мы также сделаем расчеты, чтобы каждый смог связать такое ушко, которое ему нравится. Ушки я вяжу следующим образом. Вначале я делаю прибавки, затем вяжу прямым полотном и в конце уже делаю убавки через ряд. И вот такое вот ушко у меня получилось. Запишем те значения, которые нам понадобятся. С ними вы определяете самостоятельно в зависимости от того, какие ушки вы хотите. Длинные, короткие, узкие, широкие. Итак, сначала запишем мерку, которая у нас идет в самом узком месте. У меня здесь будет 4 сантиметра. Затем записываю мерку в самом широком месте. Я хочу, чтобы у меня здесь было 6 сантиметров.
также записываем длину своего ушка. Мое ушко будет 20 сантиметров. И теперь переводим эти значения в петли и ряды. Для этого 4 сантиметра умножаем на плотность своего вязания в петлях. У меня это 2,22 петель. Получается 8,88 петель. Округляем это значение до ближайшего четного числа. У меня это 8 петель. Переводим 6 сантиметров в петли. У меня получается 13,32 петли. Также округляем до ближайшего четного числа. У меня получается 14 петель. Переводим в ряды длину своего ушка. У меня получается 66 рядов. Перепишу это сюда. В самом узком месте у меня будет 8 петелек, в самом широком 14 петелек. И длина моего ушка 66 рядов. Теперь узнаем, сколько же нам понадобится рядов для убавок, для прибавок, и сколько рядов мы провяжем с вами без изменений. Для этого сделаем следующие расчеты. Когда мы с вами будем делать убавки, их мы будем делать вдоль двух петелек. Для того, чтобы узнать, сколько рядов нам понадобится, мы от 14 петелек отнимаем 2 петли. У меня получается 12 петель. Убавки мы будем делать с двух сторон, с этой и с этой. И получается, что за один ряд мы убавим 2 петли. Поэтому мы 12 делим на 2 петли, получается 6 рядов. То есть я убавлю свои 12 петель за 6 рядов. Но так как мы убавки будем делать только в нечетных рядах, тогда нам нужно умножить на 2. То есть мне понадобится 12 рядов. Четные и нечетные. То есть записывается как лицевой и изнаночный. То есть в одном ряду мы будем делать убавки, второй ряд мы будем вязать без изменений. Получается, что на убавки у меня уйдет 12 рядов. У меня остается здесь 66 рядов минус 12, 54 ряда. Их мы делим пополам, получается 27 рядов. То есть 27 рядов я буду провязывать без изменений. И еще 27 рядов у меня будут идти на прибавки. Для того, чтобы узнать, как часто мне делать прибавки, чтобы прибавить свои петли, узнаем, сколько петель нам нужно изначально прибавить. Для этого от 14 петелек отнимаем 8 петель. У меня получается 6 петель. То есть мне нужно будет прибавить 6 петелек. Прибавки мы также будем делать с двух сторон. Поэтому мы делим пополам, получается 3 ряда. То есть за свои 3 ряда я прибавлю 6 петелек. И чтобы узнать частоту прибавок, мы 27 рядов, вот это вот количество рядов, оставшиеся, делим на 3 ряда. Получается 9 рядов. То есть в каждом 9-м ряду я буду делать прибавку до тех пор, пока не провяжу все свои 27 рядов. То есть я вяжу 8 рядов, делаю прибавку. Провязываю 8 рядов, делаю прибавку. Провязываю 8 рядов, делаю прибавку. И затем я уже буду вязать без изменений 27 рядов. И за оставшиеся 12 рядов я сделаю убавки. Берем нашу шапочку и смотрим, в каком месте мы хотим, чтобы у нас начиналось ушко. Одно ушко я уже связала, второе у меня будет идти в точности так же. У меня ушки будут идти в 15 и 16 рядах. Здесь я уже повесила спицу для того, чтобы знать. И сейчас я вам покажу. Вот у меня идет макушка, и я от нее отсчитываю 16 рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 ряд, и я повесила сюда спицу. Теперь у меня здесь нечетное количество петелек. Ближе к затылку у меня идет больше петель. Здесь у меня идет 5 петелек. До того, как начнется 8 петель узкой части ушка. Вот у меня идет убавочка. И потом... Так, вот 1, 2, 3, 4, 5. 5 петелек здесь. И на эту сторону у меня остается 4 петли. 1, 2, 3, 4. Смотрите, чтобы второе ушко у вас было одинаковым. То есть от затылка одно количество петелек идет, и по передней части, ближе к передней части, другое количество петелек должно идти. Теперь я беру основные спицы и буду поднимать петельки на ряд выше, в 15 ряду. Вот у нас идет косичка.
И нам нужно будет поднять эту косичку за одну полупетлю. Вот у нас идет вторая косичка. Мы также поднимаем только одну полупетлю. Я подняла 2 петельки, 3, 4, 5, 6, 7, 8. У 8 петли я поднимаю не переднюю полупетельку, вот у меня идет косичка, я поднимаю заднюю. Так. Я подняла 8 петелек. В 16 ряду мне неудобно поднимать на толстой спице, поэтому я беру тоненькую и поднимаю на нее. Также 8 петелек. На спицах у меня 16 петелек, по 8 петель на каждой из. Теперь берем ниточку. Ушки я буду вязать ниточкой в 3 сложения. Получается у меня здесь 2 основные и 1 дополнительная. И начинаем с вами провязывать первый ряд. Первую петельку мне удобнее провязывать крючком. Провязала. И приснимаем ее на спицу. Дальше нам нужно будет провязать все петельки лицевыми. Первые 2 ряда это будет сделать очень сложно, потому что нам мешается другая спица. А потом это будет уже вязаться гораздо проще. Итак, мы провяжем с вами лицевыми петлями абсолютно все петли на необходимую высоту. Мне нужно будет провязать 8 рядов, и потом у меня идет прибавка. Провяжем с вами самостоятельно необходимое количество рядов и встретимся, когда нужно будет сделать прибавку. Я провязала 8 рядов, теперь у меня идет 9 ряд, в котором я буду делать прибавку. Прибавку я делаю следующим образом. Одну петельку я провязываю, теперь делаю прибавку из протяжки. Сначала у меня идет прибавка с наклоном вправо. Для этого я подхватываю протяжку спереди, накидываю ее на левую спицу, и теперь эту протяжку я провязываю за переднюю стеночку. Дальше я провязываю все петельки лицевыми, не провязываю одну последнюю петлю. Теперь я делаю прибавку с наклоном влево. Для этого подхватываю протяжку за работой, накидываю на левую спицу и провязываю эту протяжку за заднюю стеночку. Я прибавила 2 петли. Последняя петелька лицевая. Разворачиваю работу на вторую сторону. И здесь делаю все то же самое. Сначала провязываю одну петельку лицевой. Теперь делаю прибавку с наклоном вправо. Для этого провязываю протяжку за переднюю стеночку. Дальше у меня идут все петельки лицевыми. И снова прибавка, которую мы провязываем за заднюю стеночку, для того, чтобы она была с наклоном влево. И последняя петелька лицевая. Мы с вами провязали ряд с прибавками. И сейчас у меня здесь 10 петелек на одной спице, 10 петелек на другой спице. Итого 20 петель. Дальше я, так, здесь давайте я отмечу то, что я провязала 9 ряд с прибавками. Дальше мне нужно снова провязать 8 рядов, сделать прибавку, снова 8 рядов, делаю прибавку таким же способом, как и здесь. И после того, как я провяжу ряды с прибавками, мне нужно будет провязать 27 рядов просто лицевой гладью по кругу, без прибавок, без убавок, без изменений. Провяжем с вами прибавки, провяжем с вами ряды без изменений, потом встретимся, когда нужно будет делать убавки. Я провязала 27 рядов с прибавками, 27 рядов прямым полотном, и теперь будем делать убавки. Убавки мы делаем вдоль 2 центральных петелек. У меня сейчас на спице 14 петель, 14 минус 2 – 12, 12 делю пополам, 6 петель, значит до центральных 2 петель мне нужно отсчитать слева и справа по 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот мои 2 центральные петли, отмечу их маркером.
И должно остаться еще 6 петелек. Проверяю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все верно. Теперь будем делать убавки. Для этого мы провязываем лицевые петли, не доходя до центральных петель 2 петелек. То есть мне нужно провязать 4 лицевые петли. 1, 2, 3, 4. Теперь мы делаем убавку с наклоном влево. Сначала мы снимаем одну петельку как лицевую, вторую петлю провязываем. Теперь ту, которую мы сняли, накидываем на провязанную. Сделали убавку. Центральные петли мы провязываем. 1, 2. Теперь делаем убавку с наклоном вправо. Для этого провязываем 2 петельки вместе снизу. Мы сделали с вами 2 убавки. Провязываем 4 петли. 1, 2, 3, 4. Переходим на другую сторону. Здесь повторяем все то же самое. Провязываем сначала 4 петли. 1, 2, 3, 4. Теперь делаем убавку с наклоном влево. Петельку снимаем, провязываем одну петлю лицевой и накидываем не провязанную петлю на провязанную. 2 центральные петли. 1, 2. 2 петли провязываем вместе снизу. 4 петельки лицевыми. 1, 2, 3, 4. Мы с вами провязали первый ряд. Второй ряд будем вязать без изменений, провязывая все петельки лицевыми. То есть в нечетных рядах мы будем делать с вами убавки с двух сторон. Четные ряды будем провязывать без изменений. В третьем ряду мы будем также делать убавки вдоль этих 2 петелек. На этот раз мы провяжем с вами 3 петли. 1, 2, 3. Сделаем убавку. 2 центральные петли провязываем без изменений. Затем делаем убавку с наклоном вправо и также провязываем 3 петли. И так до тех пор, пока у нас на спицах не останется по 2 петельки с этой стороны и с этой стороны. Я провязала 10 рядов, у меня сейчас на спицах по 4 петли. В принципе, можно и сейчас их закрыть, но я провяжу еще один ряд. Это у меня будет 11 ряд. Я одну петельку снимаю, одну провязываю. Здесь я провязываю 2 вместе снизу лицевой. 2 петельки. И то же самое со второй стороной ушка делаю. Все, у меня осталось 4 петельки на спицах, по 2 на каждой. 12 ряд без изменений я уже не провязываю. Останавливаю здесь, ниточку отрезаю и закрываю оставшиеся петельки иголочкой, так же как мы делали с вами это на макушке. Все ниточки прячем и встречаемся, чтобы сделать завязочку. Теперь сделаем для нашей шапочки завязочки. Завязочки я буду делать с помощью крючка. Беру ниточки, у меня здесь одна основная, одна дополнительная ниточка. И делаю узелок. Делю ниточки пополам. Теперь одну ниточку я буду накидывать на крючок, а второй ниточкой провязывать. Накидываем на крючок, провязываем. Накидываем на крючок, провязываем. И так с вами будем вязать до тех пор, пока не довяжем на необходимую высоту. Моя завязочка готова. Здесь у меня 100 сантиметров. Можно меньше, можно больше, здесь не принципиально, как вам больше нравится. Теперь берем булавку, прикрепляем ее к одному из концов завязки. Берем нашу шапочку и находим ушко, середину. Вот у меня получается середина. И вставляем булавку между петелек. Здесь у меня идет передняя часть. Мне нужно через затылок провести. Выводим также в середине ушка.
Вот и все. Наша шапочка готова. Обязательно шапочку стираем, для того, чтобы она стала более пушистая, чтобы она раскрылась. Спасибо всем, кто вязал со мной, кто досмотрел это видео до конца. Отмечайте меня в любой удобной для вас соцсети, присылайте свои работы, мне будет очень приятно. Всего доброго, до новых встреч!